Вступления Украины в НАТО не будет. Разрешения на удары вглубь России западным оружием не будет. Совместного ПВО против российской авиации не будет. О полном освобождении Украины речи даже не идет. Именно такие мысли выразил военный эксперт Юлиан Рёбке касательно плана победы Зеленского. Складывается ощущение, что мало кто верит в победу Украины вообще, а поражение этого государства является вопросом времени. Но действительно ли все так? Или же у Украины есть хоть какой-то шанс на победу? Будем разбираться. На связи канал Махамди, и я начинаю. Украина воюет с Россией фактически 3 года, и результаты этого противостояния неоднозначные. С одной стороны, украинцам удалось не пропустить русские войска на большую часть территорий, но с другой, украинское государство уже не в состоянии сдержать Россию, которая потихоньку, но теснит фронт. Главные проблемы, которые мешают украинской армии действовать более эффективно, это нехватка людей и вооружения, некомпетентность многих командиров, нежелание огромной части населения воевать, а также экономический кризис в стране, который вряд ли уйдет в ближайшее время. И даже после войны он вряд ли уйдет. Ну да ладно. Именно поэтому украинскому государству не то что сложно наступать, а и обороняться. И в связи с этим Юлиан Рёбке и не верит в план победы Зеленского, а также в возможную победу Украины в целом. Но интересно то, что такая ситуация в Украине сложилась недавно, и год назад все было по-другому. В вооруженные силы Украины поступало много добровольцев, люди поддерживали армию финансово, западные страны давали огромное количество вооружения, в частности танки, гаубицы и системы ПВО. У Украины были некоторые успехи на фронте, в частности оставалась эйфория после отвоевания Харьковской области, а также города Херсон. Не было почти никаких предпосылок к тому, что в 2024 году Запад сократит поддержку, общество Украины расколется на 2 части, а Юлиан Рёбке, который часто нахваливал успехи Украины, перестанет верить в украинскую победу. Это все я сказал к тому, чтобы ты понимал, что у Украины был реальный шанс на победу какую-то. Тем более, что российский контингент в Украине на то время испытывал огромные трудности. Русским не хватало людей и боеприпасов, линия фронта была растянутой, фактически не использовались беспилотники и FPV-дроны, которые играют сейчас важнейшую роль в современных войнах, а население на захваченных территориях Украины продолжало ожидать украинские войска и оказывало куда больше сопротивления русским властям, чем сейчас. Я думаю, о мелитопольских партизанах уже мало кто слышит. Ну да ладно. В Украине год назад необходимо было делать более грамотные действия, и вполне возможно, что ситуация на фронте не была бы настолько критической, как сейчас. Не исключено, что украинское государство могло бы даже вернуть под свой контроль Запорожскую и Херсонскую области, ввиду того, что российская армия не обладала преимуществом на то время. Такое мнение присутствовало даже у российских военных экспертов, например, у Александра Ходаковского, который командует батальоном «Восток» и принимал непосредственное участие в обороне этих территорий от Украины. Все это я тебе сказал к тому, чтобы ты понимал, что украинцы долгое время верили в свою победу фактически полностью, и у них были на то причины. Простой народ Украины ввиду своего тяжелого экономического положения привык жить одним днем и вовсе не задумывается о том, а что будет дальше. Это же мышление народ Украины перенес и на войну с Россией. В целом, главной ошибкой украинцев, которая по сути сделала контрнаступление на Запорожскую и Херсонскую области провальным, стала неправильная расстановка войск на разных участках фронта. Вместо того, чтобы сосредоточить все силы в один кулак, Украина параллельно основному контрнаступлению вела также наступление на населенный пункт Сватово, а также организовала десант на левом берегу Днепра в селе Крынки, чем, собственно, и погубила основные шансы на победу. Однако эти события происходили год назад, а нам все-таки интересно то, а возможно ли украинская победа сейчас? Этот вопрос довольно сложный, так как русская армия учла многие ошибки, а у украинцев почти не осталось ресурсов для активного наступления. Укрепления под названием «Зубы дракона» не дадут украинцам совершить неожиданную атаку, а упор русской армии на производство FPV-дронов увеличил результативность российских обстрелов и наносит ощутимые потери для Украины. Положение Украины сейчас настолько тяжелое, что даже если украинское командование и захочет провести наступление, то это наступление будет локальным и максимум позволит вернуть под контроль несколько городов и не более. Говорить о каком-то масштабном продвижении украинцев и уж тем более о боях за Крым или Каве в Ялте не приходится и вовсе. Потому даже если у Украины есть шанс на победу, то этот шанс незначительный. Победа для Украины больше не может считаться достижением границ 1991 года. Эту возможность Украина упустила год назад. Победой для Украины может стать разве что сохранение текущего положения на фронте, ибо организовать наступление на численно превосходящих русских украинской армией, которая в большинстве своем состоит из насильно призванных людей, это нонсенс. Тем более, что под одним из моих прошлых роликов я проводил опрос касательно мирных переговоров в Украине, и его результаты
результатом стало то, что огромное количество русских заявило о желании как минимум забрать от Украины территории вплоть до Одесской области. Даже русская власть в лице Владимира Путина говорила, что считает Одессу русским городом и имеет на Одессу претензии. И вот защитить Одессу украинская армия пока что способна. И именно сохранение контроля над Одессой, Николаевом и Херсоном, а также удержание фронта на востоке можно и выдать за украинскую победу, так как другого Украине больше не дано. Я прекрасно понимаю, что мои слова могут вызвать эмоции у многих людей. Но сколько уже людей погибло в этой войне? Россия — это страна огромная, и людей там достаточно, чтобы развивать страну. Туда даже переселяются мигранты из Средней Азии, чтобы поднимать экономику. А вот что в Украине? Кто эту страну будет поднимать, если многие убегут в первый же день после открытия границ? Чем дольше идет эта война, тем меньше у Украины шансов сохранить себя как государство. Верить мне или нет, решать лично вам. Но когда придет время задуматься над мирскими вопросами, то я уверен, что кто-то из вас вспомнит мои слова. Ну так вот, у Украины было достаточно ресурсов, времени и возможностей, чтобы вернуть границы 1991 года и победить Россию еще год назад. Но на данный момент таких возможностей фактически нет. В украинском обществе продолжает нарастать паника и желание мира. А победа Украины, если и возможна, то на ограниченных условиях. Будущее украинского государства также туманно, так как после войны с Россией острыми вопросами для Украины останутся проблемы с демографией, трудоустройство бывших солдат, восстановление разрушенных территорий, а также экономический кризис, который так просто не разрулить. Как считаешь ты? А есть ли у Украины вообще шансы на победу? И насколько они большие? Напиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Спасибо, что ты смотрел до конца. И до новых встреч!